Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Сегодня мы видим, что биткоин пошел по нашему сценарию. ФРС на внеочередном заседании ставку не подняли. Война у нас пока не начинается и, говорят, даже отводят какие-то там войска. Поэтому позитив распространяется практически на все рынки, в том числе и на биткоин. Давайте посмотрим несколько статистических показателей и в конце рассмотрим более подробно график биткоина. Вот так крипторынок выглядит сегодня. Окрашен в такой приятный зеленый цвет. Практически все топовые монеты либо растут, либо болтаются около нуля. Самый большой рост показала монета Cardano, на втором месте Gala. У них более 20% роста. А размер наибольшего падения даже менее 1%. Монета Symbol показывает минус 0,8. За 24 часа ликвидировала почти 40 тысяч трейдеров. Забрали у них 128 миллионов долларов. Так как мы увидели резкий рост, естественно, больше всего пострадали шортисты. Почти 75% из всех трейдеров это они. Что примечательно, лонговых ликвидаций практически нет, если смотреть вот такое наглядное отображение. Красный столбец, направленный вниз, достаточно заметен. Зеленого столбца практически нет. На данный момент биткоин преодолел отметку в 44 тысячи, на этом и шорты, и лонги примерно остаются на прежних значениях. На динамике видим, что за последние сутки сократились немного лонговые позиции, но совсем незначительно. Индекс страха и жадности показывает сегодня точно такое же число, как и вчера, 46. Зона обычного страха. В твиттер-аккаунте План Б опубликован прогноз человека, который несколько последних лет топил за модель Stock to Flow, а сейчас он придерживается логарифмической регрессии. И по его мнению, она указывает, что в 2023 году биткоин достигнет минимум 100 тысяч долларов. Вот так приближенно выглядит этот график. Теперь он считает, что до 2023 года цена биткоина увеличится в 2 раза, даже больше. Стоит учесть, что это еще будет до халвинга. То есть, по его мнению, цикл продолжается и перехай еще впереди, но пик будет всего лишь в 100. Вышел новый недельный отчет от компании CoinShares. Они рассказывают, куда и сколько идут инвестиционные потоки. И самое главное, что стоит отметить из их отчета сегодня, это то, что в эфириум наконец-таки пошли деньги. До этого в 2022 году из эфириума только выводили. Вообще на него не смотрели как на инвестиционный инструмент. Да, были инвестиции и в другие альткоины, и в биткоин, а вот эфириум просто игнорировался. И вот на 9-й неделе пришли инвестиции в 21 миллион долларов. Что касается биткоина, то здесь есть как отток, так и приток. Из Америки вывели 5,5 миллионов. В европейские инвестиционные продукты пришло более 80 миллионов. Общий же итог это около 75 миллионов плюс. Также стоит отметить новые альткоин инвестиционные продукты на базе Terra Luna, Tezos, Cosmos. В них инвестировали 2,2 миллиона, 0,9 миллионов и 0,6 миллионов соответственно. Ну и общим итогом является тот факт, что с середины декабря на этой неделе был самый большой приток инвестиций. А куда же у нас инвестирует Grayscale, за которым мы следим? За 24 часа никуда. Все балансы их монет за 24 часа показывают минус, за 7 дней также все в минусе. Давненько они не покупали монет. Если же смотреть на популярные монеты, которые обсуждают в тематических сообществах, первое-второе место биткоин, эфириум, на 3-м месте сегодня Monero. И это не просто так, связано это не столько с ценой, сколько с опасениями. Сообщество Monero обеспокоено возможностью атаки 51%. Все потому, что растет рост хешрейта одного определенного пула, MineXMR, на данный момент 44%. Многие считают, что на данный момент есть вероятность атаки на блокчейн при достижении данного пула хешрейта в 51%. И все громче слышны призывы, чтобы на других пулах поддали газку, как говорится. Но стоит отметить, что даже если хешрейт достигнет 51%, это не значит, что тут же сразу же начнется атака. Не обязательно, что блокчейну сразу будет нанесен вред. К тому же, если это состоится, я думаю, майнеры просто прекратят свою деятельность и переметнутся на другие майнинг-пулы. Но и исключать возможность такой опасности, конечно же, не стоит. История знает уже подобные случаи. Давайте еще посмотрим, какие топовые альткоины, топ-20, имеют наибольший потенциал для роста. На данный момент из топ-20 Bitcoin Cash находится дальше всех от своего исторического максимума. В 92% от него. Ближе всех, как ни странно, биткоин. Ближе, чем любой альткоин на данный момент. Ну и пару новостей из России касательно сферы криптовалют. Минфин в очередной раз высказал свое предложение. Теперь он хочет ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов. Это предложение уже звучало, но слабо представлялось, что это значит. Думали, что будут проходить какие-то тесты.
но они решили пойти дальше. Теперь они заявляют, что неквалифицированные инвесторы могут покупать крипту только на 50 тысяч рублей. То есть сумма даже менее $1000. А для получения статуса квалифицированного инвестора для покупки криптовалюты предполагаются более жестокие требования, чем в традиционной финансовой среде. Понятно, что это всего лишь еще на стадии обсуждения и каких-то слухов, но 50 тысяч рублей. Иногда мне кажется, что они специально так троллят людей, подкидывая им то негатив, то позитив и смотрят, как будет реагировать сообщество. Но то, что крипту и криптосферу на корню не будут как-то рубить, подтверждает вот эта новость. Официальный сайт Московской биржи, на которой сегодня начались торги ETF на акции блокчейн-компаний. Это не то же самое, что купить биткоин, но все-таки ETF на акции блокчейн-компаний. Если бы они хотели вообще всю блокчейн-сферу и криптосферу зарубить, такое бы никогда не разрешили и уж точно бы не допустили к торговле на главной московской бирже. Ну давайте посмотрим, что у нас там с биточком происходит. Вчера мы размечали зону, от которой вполне вероятно может закончиться коррекция и движение может быть направлено наверх. Так и случилось, без перелоя сразу же пошли наверх. Если лой так и не будет обновлен, давайте посмотрим, куда это дело все может привести в данной структуре импульса. Минимальная зона — это, конечно же, предыдущие пики, а вот эта зона, которая чуть выше и которая совпадает с ранее отмеченной зоной, это наиболее вероятная расчетная зона. Находится она на 49,5 тысячах. И две верхние эти крупные зоны совпадают с уровнем сопротивления, с предыдущей проторговкой. Их стоит держать в голове, но первая зона — это предыдущий пик в районе 45,5 тысяч. Именно там может завершиться предположительно пятая волна данного импульса. А о чем нам говорит вот этот импульс? О том, что с большей вероятностью после того, как он скорректируется, нас ждет еще как минимум один импульс. Но не будем забегать вперед. Первая цель — это, как я уже сказал, 45500, 45800, в общем предыдущий импульс. Если его прошиваем, расчетная зона также отмечена. Давайте еще посмотрим монету Gala, которая показывает у нас один из наилучших результатов в плане роста на сегодняшний день. Более 20% плюса. Вот здесь мы заходили. Расчетная зона, естественно, была достигнута. Все нормально. Протестировали скользящую среднюю сверху вниз. И также направились наверх. Я думаю, уже и так понятно, куда мы можем здесь прийти. Первая цель — это минимальная для формирования импульса. Предыдущий пик. Расчетная зона находится повыше, нижняя ее грань на уровне 0.42. Также это совпадает вот с этой проторговкой, которую мы видели на истории в декабре 2021 года. Пока движение монеты Gala направлено с большей вероятностью в эти зоны. И глянем еще одну монету по просьбе спонсора. Nimbus 2000. Что у нас здесь с этой собачкой? Как мы уже видели, трендовая линия. Прошли ее снизу вверх, протестировали несколько раз. И в итоге оттолкнулись от нее на хороших объемах. И сейчас рисуем вот такую штуку. Данное движение очень похоже на треугольник. А треугольник у нас с большей вероятностью формируется в предпоследней волне структуры старшего порядка. И эта штука также подтверждает, что вполне вероятно мы будем еще рисовать как минимум одну волну наверх. Давайте посмотрим, докуда она может быть. Расчетная зона с нижней гранью на уровне дофига нулей 39, а минимальная зона — это предыдущий пик на уровне дофига нулей 34,83. Если смотреть на профиль объема последнего нисходящего движения, то мы видим как раз таки на предыдущем пике очень большое скопление покупок и продаж, что в прошлый раз и сдержало движение наверх. Посмотрим, как будет реагировать в этот раз. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и на телегу. Всем удачной торговли и счастливо!